Итак, ребят, всем привет. С вами я, с вами Саша, привет. Сегодня мы сыграем в игру интервью, если так можно назвать. А это правда ли? И первый вопрос, Саша, тебе сразу. А это правда, что саппорты в саппорты идут, если не умеют играть больше нигде? Нет. Ты еще пробовал где-нибудь играть? Ну, ты же не приходишь, допустим, в игру и играешь только на одной роли. Ты играешь на нескольких персонажах, просто которые тебе поначалу нравятся. И, ну, не знаю, это больше ближе к проплей, ты больше, ну, именно должен выбрать одну роль. Мне кажется, некоторые игроки, ну, даже играя несколько лет, могут играть на нескольких ролях. Но я даже, допустим, играю не только на саппорте. В одно время я играл очень много на АДшнике, ну, даже когда я был проигроком. Очень много играл на АДшнике, я думаю, даже играл лучше, чем некоторые АДшники в ЛЦЛе в тот момент. Сейчас играю на топе, правда, там всего на паре персонажах, но, допустим, на том же Сионе, я думаю, у меня понимание игры на этом персонаже лучше, там, чем у любого топера в СНГ. Понял. А это правда, что саппорт обязан жертвовать собой? Ну, наверное, в большинстве случаев да, не всегда. Просто зависит от ситуации, если там ты можешь типа сделать так, что как бы ты умрешь за другого, и это будет выгодно, то да, но не всегда. То есть именно нужно отталкиваться от ситуации конкретной. А это правда, что на саппорте тяжело поднимать рейтинг? Не до конца уверен. Могу, наверное, отвечать только за рейтинг свой. За другие роли легче апаться, скорее да, но из-за саппорта тоже можно апаться, если хорошо играть на этой роли и как бы понимать, что сильное в слоуку, что там брать, чтобы именно выиграть. Думаю, это возможно, не так уж и сложно, но я думаю, на других ролях чуть-чуть полегче. И последний вопрос. Это правда, что Лулу плюс Кок самый сильный ботлейн? Ну, это все относительно, типа Понимаешь, они... относительно, ну, так вот. Ну, я думаю, нет. Какие-то есть варианты? 1-2. Что? Кто перебьет Лулу Кок на боте? Ну, зависит именно, как вы хотите именно. Если ты берешь чистый 2 на 2, Да. ну, допустим, Израиль, Карма могут выиграть линию. Ну и все, достаточно. Получается, не самый сильный. Получается, не самый сильный. Вопрос про тебя. Так. Это правда, что ты почти не спишь? Нет. Откуда синяки под глазами? Синяки под глазами у меня почти с самого детства. Они одновременно из-за нескольких факторов. Из-за плохой щитовидки, которая у меня, из-за чего я, кстати, не годен к военной службе. Это один из главных факторов. И другие мелкие факторы уровня большое количество дневного сна, так как, скажем так, у киберспортсмена больше ночной режим, ты ложишься спать там в 3-4 часа ночи, и где-то половина твоего сна приходится на дневной сон, то есть ты просыпаешься там в 12, в час, а вроде как врачи говорят, что полезен только утренний сон, и дневной сон может приносить такие синяки и курение. Понял. Курить плохо, ребят. Ну, это на всякий случай. Наверное. Дисклеймер. Это правда, что ты часто споришь с другими? Спорили с другими, да. Не уверен, насколько это часто. Не ручаюсь ответить, насколько это часто. Но люблю ли я поспорить? Скорее, да. Потому что ты за справедливость. Как сегодня мы аниме выбирали персонажа. Точно. Хорошо. А это правда, что ты женился? Но, как видите, да. Доволен? Ну, я не думаю. Ну, я такой человек, для которого именно такие формальности не особо важны. Поэтому я считаю, что это чистая формальность, поэтому... Давай прям очень быстрый вопрос. Такой общий, нет там подробности оставаться. Жизнь сильно поменялась именно до женитьбы и после женитьбы? Некоторые боятся. Совершенно нет. Ну, это просто в моем случае она не поменялась, потому что мы как бы жили вместе еще до свадьбы, поэтому я никаких изменений не почувствовал. И последний вопрос про тебя. А это правда, что ты играл полуфинал с температурой? Я уже не помню, наверное, да. Но я в те времена болел. Я помню, по-моему, последней неделе я играл с температурой. Ну и, наверное, да, полуфинала играл. Насколько тяжело? Имеется в виду разница? Ну, там больше мне некомфортно было играть не из-за температуры, а из-за кашля. У меня кашель тогда был, 2 месяца где-то вот с марта. Ну, по-моему, с предпоследней недели ЛЦЛ. И вот я буквально недавно от него избавился. Было неприятно из-за кашля, потому что как бы ты начинаешь... Ну, он у меня был из-за того, что начинаю разговаривать. Чем больше разговариваю, тем больше кашель.
И просто, ну, когда ты начинаешь захлебываться кашлем во время игры, ну, ты как минимум теряешь концентрацию, что как бы мешает играть, ну, и просто из-за кашля ты как бы выпадаешь из игры, когда кашляешь, как бы это тоже логично. Теперь про твоих тиммейтов. Так. А это правда, что босс не говорит в играх? В играх? Да. Нет, это неправда. Даже, я думаю, прошли уже те времена, когда бывали даже случаи, ну, бывали очень давно случаи, когда босс там мог tilтануть с чего-нибудь, там, с скриме, допустим, и там, ну, говорить там по минимуму, там, допустим, у меня ТП, там, через столько-то и все, и просто замолчать. Сейчас, по-моему, такого я вообще не припомню, что даже не помню, когда это в последний раз было, это настолько давно было, поэтому это совершенно неправда. А это правда, что Ананасик не хочет играть на новых пиках? Скорее да, чем нет. Я думаю, Ананасу трудно даются новые персонажи, особенно если они ему не нравятся. Тут больше именно упирается в то, нравится ли играть Ананасу на этом персонаже или нет, независимо от того, новый он или нет. Я думаю, вот так. А это правда, что у Номанза большое число? По сравнению с среднестатистическим ЧСВ или как? Yeah. Ну, я думаю, у Лёвы большая оценка себя как игрока. Так что, наверное, так можно сказать, да. А это правда, что Аргонавт стреляет лучше гаджета? Нет. Ну, я практически не видел. Ну, мы там сыграли один день скрима с Аргонавтом. До этого, как бы, я мог видеть там только полцела, когда против него играл. Я думаю, нет. Ну, перспективный? Ну, потенциал есть, да, посмотрим, как бы, темпы роста и до чего он сможет достигнуть, но я думаю, сейчас, ну, по уровню он хуже, я думаю, гаджета сейчас. И про команду 4 вопроса. Так. А это правда, что одежду игрокам стирает менеджер? Одежду игрокам стирает стиральная машина. Кто это загружает? Тот не стирает одежду, тот ее загружает. Хорошо. Кто загружает игрокам одежду? Не знаю. Мою одежду никто не загружает. Я приезжаю на буткемп типа со своими 2 сменными там футболками, трусами, носками и потом отвожу их домой. Мою одежду никто здесь не загружает, не стирает. Хорошо. Это правда, что команда после побед меряется уроном? Ты спрашиваешь, это у саппорта? Ну, ты очевидец. Но со мной никто не меряется уроном, я поэтому не особо, ну, как бы, ни я не меряюсь, ни со мной никто не меряется, поэтому я об этом ничего не знаю. То есть иногда хочется подамажить, чтобы быть топ-1 дамагером в команде? Ну, чтобы была такая возможность. На саппорте уже эти давно времена прошли, это, сколько там, сезона 5-4 было, когда там Zero Brand еще более-менее игрались, тогда еще хоть как-то типа было по дэмэджу, но это уже было настолько давно, что как бы уже это и забыл, и поэтому это уже норма, что как бы даже на дэмэдж не смотришь. Почему, когда не хочется подамажить? Не только поконтролить, но еще и подамажить прям хорошенько. Чтобы прям убивать, там, пенту может делать. Да, вообще на самом деле нет, уже давно это желание пропало, вот как когда вот та мета пропала. Сейчас я уже даже больше получаю удовольствие, когда, допустим, ну, просто у саппорта нет ресурсов, это главная проблема по деньгам, по предметам. И дальше больше я получаю удовольствие, там, допустим, когда играю на том же Сионе, типа там 1 000 000 предметов ты можешь там вытащить дофигища, и это мне даже больше удовольствия там дает, чем там... Ну, я просто на других героях, на дамажечках сейчас не играю, поэтому я к этому так, наверное, прохладно отношусь. А это правда, что в ЮОЛ всегда винят стрелков? Нет. Я сомневаюсь, что... Ну, это имеешь в виду внутри команды? Ну да. Я сомневаюсь, что внутри команды хоть когда-то... Ну, ты имеешь в виду в поражениях? Ну, естественно. В поражениях хоть когда-то винили стрелков. Ну, может быть, до меня, когда там был один сплит, винили Инакса, но я сомневаюсь, что в этом сплите и в прошлых кто-то винил стрелков. Ну, может быть, кто-то винил, но я об этом не знаю. Понял. Все вопрос. А это правда, что ЮОЛ не готовы к международной сцене? Да нет. Ну, допустим, в прошлый раз мы были относительно, ну, вот на Worlds'ах у нас была неплохая форма. Я думаю, нам просто чуть-чуть не хватило опыта, который мы в тот момент получили. Мы были, я бы сказал, сильной командой, но просто мы вот именно не были готовы играть с лучшими командами, хотя могли.
Мы просто... Был такой стагнутый менталитет, что как бы ты приезжаешь от СНГ, все по дефолту сильнее тебя, и поэтому ты как бы такой, ну, там, допустим, добьюсь какого-нибудь минимума, как бы, и все, типа, и на этом закончим. На самом деле мы, как бы, все, кто был на Worlds, убедились, что это не так, что ты, как бы, можешь там побеждать даже сильнейшие коллективы, что мы делали в скримах. И, скажем так, это дало нам уверенности, но это было относительно поздно. Мы ее получили уже, когда там играли вот уже группы, там уже, скажем так, на месте было. Поэтому этот опыт был получен, но, к сожалению, после Worlds у нас не получилось стать такой же сильной командой, которой мы были на чемпионате мира. И поэтому мы не смогли, грубо говоря, этот опыт использовать на MSI, потому что как бы, ты знаешь, что ты можешь побеждать, но ты не можешь побеждать, потому что ты сейчас слабая команда. Вот и все. Шанс есть стать за летом снова сильной командой? Думаю, да, но я бы не сказал, что они прям настолько высоки, чтобы стать прям именно сильнейшей командой. Какой-то максимум можно достигнуть, но я не знаю, насколько он высок. Хорошо. Спасибо тебе за интервью. Пожалуйста. Ребят, смотрите Йол, поддерживайте Сашу, поддерживайте команду. Всем пока.